Друзья, всем привет! Сейчас лето, очень тепло, хорошо. Я сейчас вспоминаю, как начиналось обучение выездное и групповые обучения. 2-3 человека, мини-группы я провожу тоже. Сейчас можете посмотреть мои воспоминания, как это было, как это начиналось. А индивидуальное обучение я провожу уже вот в этом маленьком гостевом доме, там, где я живу, на этом же участке. И тоже где-то около 1,5 месяцев назад было обучение индивидуальное. Прошло оно очень так, как сказать, очень быстро, очень продуктивно. Ну а сейчас посмотрите, с чего все начиналось. Все равно есть, да, такой перекат небольшой. Перекаты, да. Мгм. Вот они прям. Ну, здесь важно тоже, как я говорила, до переката дойти, и потом его оставить, и потом уже пройти без силы через эту напряженную мышцу и дальше также работать. Можно большими пальцами поздвигать мышцы. То есть поставить вот так, нет, здесь будет тяжело, и Александру это будет вообще никак такое движение. Поставить большой палец, сейчас я встану под определенным углом, и нагрузку всего тела на большой палец, и он просто скользит, сдвигая мышцу. Опять ставим большой палец, нажимаем, даже можно нажать на напряженную мышцу, на этот жгутик, и он сдвигает мышцу вниз. С помощью тела. С двух сторон будет, конечно же, более лайтово, не так чувствительно. Можно с одной стороны. Как, Александра, не больно? Разная сила. На левой руке сильнее, на правой послабее. Это потому что нет работы телом. Попробуйте тело подключить, тогда будет нагрузка равномерно распределяться, если будет тело включено. Тогда будет одинаково, если вы будете силой тела это делать. Но в силой тела это вам придется ножки подсогнуть в коленях, подприсесть чуть-чуть. И когда вы будете вести пальцы, вы будете приседать. И тогда вы только поймете, что тело включено. Когда вы под конец движения будете в таком полуприседе, потом вы опять немножко вырастаете, и опять в полуприсед уходите, когда пальцы уходят ближе к кушетке. И тогда будет уже тело работать. Как сейчас ощущения? Ну, я чувствую вот эту левую руку, чувствую, а правую все равно нет? Ну, попробуйте правой поработать без левой руки, одной рукой. Другую можно на кушетку, на клиента положить. Я на клиента обычно укладываю руку. Я потому что расслабилась. То, что вам сейчас сделали массаж, да, и вы расслабились. Уже не хочется делать массаж. И сейчас массаж зоны шеи и затылочных бугров. Вот, достаточно расслабляющий, отработка движений. И на одном движении мы можем долго времени оставаться и отрабатывать. Как большой палец не давит, Карин? Нормально, да, все. Ну да, почему-то полотенце сминается. Может быть, как-то так рука вот, она идет. Может быть, с другой стороны так не будет. Когда медленнее лучше, приятнее? Или когда быстрее лучше? Нет, когда медленнее, конечно, приятнее. Но все равно чувствуется глубоко, да? Мне сил нет говорить.
А вы себе делаете такой массаж, Александр? Нет. Нет, вот я себе делаю очень многие движения, беру из того, что я делаю себе. Я ложусь также на ровную поверхность, руки кладу под голову, делаю массаж и чувствую напряженные мышцы, разминаю их и думаю, о, вот это вот здорово, это движение прям можно внедрять в массаж. И потом делаю себе 1 раз, 2, 3, 4 какое-то новое движение. И потом уже начинаю его применять на клиентах. Вот это движение как раз, которое про мышцу показывало, что можно ее оттягивать в сторону, и это приносит такие ощущения расслабления, вот эту маленькую мышцу. Делать из нее мышечный валик, как раз я на себе попробовала. Мне показалось это очень таким действенным движением. Поэтому также вы можете практиковать на себе какие-то движения, находить новые, вообще фантазировать, чувствовать, потом на клиентов переносить, и они будут давать, если положительный отзыв, оставлять это движение в своем арсенале. Да, опять говорить. Мы сейчас просто снимали, и оказалось, что я не сняла, на кнопку не нажала из-за максимального расслабления. Такого, что... Мне кажется, мы тут все уже очень до такой степени расслаблены, если честно. Что хочется спать, особенно... Хочется спать и говорить ничего не хочется. Когда особенно массаж головы идет. Здесь уже просто произвольные движения пошли. Но они тоже такие успокаивающие, оказывается. Но мне кажется, они вообще, в принципе, когда делаешь массаж головы, он очень расслабляет. Ну, смотря тоже, кому, кстати, нравится, кому не нравится. Ну, очень редко кому не вот нравится. У меня сестра не любит, чтобы ей вообще делали, трогали. У меня тоже были такие клиенты, которым не нравилось, они боялись как-то разрушиться или что-то еще. Но их мало. Вот за 20 лет 2 человека было, которым я пробовала делать массаж головы, и они говорили, ну нет, мы не будем делать, даже после того, как пробовали. А потом все остальные, которые говорили, что нет, массаж головы, они говорили, да, массаж головы, потом как зомби массаж головы. Но только 2 человека, которые потом отказались. Здесь важно действительно делать очень медленно массаж и выходить тоже, там, если точки какие-то, надавливания, выходить медленно из этого момента. Вот, например, лежа, когда клиент так лежит, можно посмещать затылочные бугры, на самом деле мышцы, которые находятся вот здесь около первого шейного позвонка на шее. Их можно тоже посмещать тем способом. Сейчас я покажу. То есть можно вот так вот зайти, с пальчики согнуть, зайти в эту вот ямку и согнутыми пальцами оттянуть мышцу в сторону. Может быть, это в онлайн обучении было. Сейчас я повернусь и покажу. То есть вот такое движение. Буду тоже себя снимать. Вот, заходим сюда, пальцы сгибаем достаточно сильно. И потом двигаем. Может быть трык, и когда вы чувствуете, что сейчас мышца сорвется, вы расслабляете пальцы. То есть вы их просто разгибаете. Зашли, потянули. И обычно я делаю это 1 или 2 пальцами. То есть вот такие движения. Потом чуть-чуть пониже, обычно на сантиметр. И здесь такие вот ощущения, что да, очень чувствительные. Вот повыше. Я сейчас вот на себе показываю. Это можно делать, когда клиент лежит на как раз в таком положении на спине. И сначала это нужно делать одной рукой, фиксируя немножко клиента, и потом другой рукой. То есть 2 руками это невозможно сделать. Это будет очень напряженно. Чувствуете, да, что там вот мышцы, вы их отводите? Ну, сейчас я сяду, покажу. И Александр тогда даст обратную связь. Возьмете? Просто за штатив, не знаю, как это назвать, палка. Вот голова лежит прямо. Вот напряженные мышцы я чувствую. Я буду отводить в сторону 1 пальцем, указательным. У меня получается согнутый палец. Отвожу и распрямляю кончик пальца, то есть погружаю его вниз, отвожу и выпрямляю. То есть такое движение. Не больно или чувствительно? Да, больно. Больно. Чуть
ниже я это делаю. Не буду зацикливаться в одном месте, потому что от таких движений, если их долго делать очень в одном месте, может даже голова заболеть. Но если я буду чередовать то с одной стороны, то с другой, то тогда это будет достаточно комфортно. Но это чувствительные зоны, вот они. Но также с ними работать можно. Много раз уже говорила про грелку. Вот прям кладу сюда грелку, эти зоны очень здорово расслабляются. Ну вот, друзья, уже вечер, закончился второй день обучения. Ой-ой-ой, что-то там я не смогла камеру удержать. И все, я сейчас уже тоже уезжаю. Ученики поехали в магазин за продуктами покушать, купить. Сейчас уже все такое тает, весна. Вот я иду по мокрой дороге. Вот там дом вдали виднеется. Ну, уставшая, но счастливая. Здорово. Я, в общем, люблю это дело. Мне нравится очень. Чувствуется какая-то наполненность. Наполненность внутренняя. Сейчас закрою калитку. Пусть усталость, но наполненность. Это очень здорово. Делаю вот дела. И заодно снимаю все это. Присоединяйтесь, друзья, к этой наполненности. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Пишите, как вы наполняетесь в этой жизни. Что вы делаете для того, чтобы чувствовать радость, комфорт. Ну, может быть, вместе с усталостью, а может быть, просто. Всем пока.